Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем играть в игру Корсары, каждому свое. Как вы уже помните, в предыдущих частях, когда мы играли, мы проходили основной сюжет Корсаров. Но я, в принципе, подумал, я упустил одну важную деталь, а она именно такая. Голландский гамбит, если вы помните, мы проходили в нашем прохождении за, получается, тайную организацию. Но у нас есть же еще две ветки. Это за ГВИК, голландскую Вест-Индскую торговую компанию, еле выговорил. И, естественно, за Англию. Я предлагаю начать перепройти, точнее пройти, я же не проходил, за ГВИК, именно голландский гамбит. Потому что я думаю, кому-то все-таки будет, наверное, интересно альтернативный голландский гамбит пройти. Ну что, ребята, я вас всех призываю подписаться на канал и, естественно, не забыть поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Ну, а сейчас пойдет немножечко авторской болтовни немного. Если тебе, приятель, не интересно слушать, можешь просто перемотать, и мы начнем полностью играть сюжет. Теперь, что касается немного болтовни. Ребята, я читаю ваши комментарии. Я помню, что вы спрашиваете Корсаров. Вообще, канал начинался с игры Корсара каждому свое, как прохождение. Сейчас уже много других игр у меня выходило. Но я все-таки подумал, Корсара каждому свое пока бросать, ну, как бы не надо. Есть же еще линейки прохождения, как я уже сказал, голландского гамбита. Писать всякую туфту я тоже не собираюсь, а делаю упор на сюжетное, ребята, прохождение. Офицеры, вы где? Сюжетное, в общем, прохождение проходим, ребята. Никаких гайдов, никаких там подсказок, секретов я пока не записываю. А то мне пишут, ребята, некоторые в комментариях, чё за гайд, это чё за фигня. Да, я понимаю, ребята, видеоролик о том, как заработать денег у меня получился маленько. Ну, как маленько? Он вообще не получился. Это какой-то туфтовый ролик у меня, конечно. Я за него, естественно, извинялся в комментариях, но не суть. Главное, что я хочу сказать, сейчас проходим сюжетное, именно сюжетное, повторяюсь, прохождение, голландский гамбит. В данном плейлисте у нас про голландскую Вест-Индскую торговую компанию. Я думаю, сюжет будет прикольный, интересный, но я, в принципе, ни разу никогда не играл, вообще не играл вот за эти голландские гамбиты. Мне будет интересно самому даже их пройти. Ну что ж, проходим в штаб ГВИК, а мы переходим. Вы кто? Куда идете? Проходите, не задерживайтесь. Здравствуйте, что вам угодно? Тут отвечаем второй вариант. Мне угодно предложить компании свои услуги, в обмен на золото, конечно. В данный момент компания не нуждается в услугах сторонних капитанов. В смысле, очень жаль, извините за беспокойство. В смысле? Какого фига? Добрый день, Шарль. Смотрю я на тебя, и сердце радуется. Ты определенно меняешься в лучшую сторону. Да неужели? А как же ты это понял? По тебе, брат мой, по твоей походке, по твоему выражению лица, наконец с тебя слетела эта маска слащавого самородного юнца, которая буквально выводила меня из себя. Новая жизнь явно пошла тебе на пользу. Не могу понять, братец, как расценивать твои слова, как похвалу или как оскорбление. Но скажу по правде, мне все равно, что ты там обо мне думаешь. У меня ворох... нет. Море дел, и мне некогда вступать с тобой в полемику и разводить склоки. У меня есть что сказать по существу. Или у тебя ничего нет? То я пошел. Ох, достойный ответ. Я рад, Шарль, что ты стал мужчиной. Однако, не будь столь суров к своему брату. Безусловно, мне есть что сказать тебе. Я с нетерпением ждал нашей встречи и уже разработан план твоих действий. Превосходно, тогда ознакомь меня с ними. Слушай, деньги, конечно, играют очень большую роль на Карибах, как и, впрочем, и везде, но не всегда способны решить все. Кроме тугого набитого кошелька, успешный человек должен иметь обширные разносторонние связи, причем не со всяким подзаборным сбродом, а с людьми, которые что-то значат в этой жизни. И неважно, какой они национальности и какому сословию принадлежат, знакомство открывает такие двери, в которые войти только при помощи одних денег невозможно. Сочетание деньги плюс связи в итоге дает самое большое, что может только быть у человека – власть.
Тебе обязательно нужно обзавестись знакомствами и обрасти связями, а сделать это, занимаясь перевозками, торговлей и мелким пиратством, или даже выслуживаясь у губернаторов по мелким поручениям, невозможно. Что же ты предлагаешь? На Карибах не так уж и много влиятельных организаций. Одна из них — голландская Вест-Индская торговая компания. Можешь наняться к ним на службу. Их штаб-квартира находится в Вильямсдаде на Кюрасао. Компания частенько пользуется услугами сторонних капитанов, а особенно отличившиеся заключает долгосрочные контракты. Если тебе улыбнется удача, ты сможешь сделать у них неплохую карьеру. Я слышал, у них сейчас назрели серьезные проблемы. Некий английский капер ополчился против компании и регулярно пускает на дно их корабли. Сделать они с ним ничего не могут. Этот капер военный моряк и оказался им не по зубам. Говорят, что как-то связан с английской военной разведкой, а это очень серьезная контора. Так что, возможно, тебе даже выгоднее было бы встать на сторону этого английского капитана. Да вот беда, я не знаю его имени. Известно лишь то, что он обитает на Антигуа. Можешь отправиться туда и поспрашивать, глядишь, чё кто и скажет. Также я слышал о еще какой-то странной организации, замешанной в этом англо-голландском конфликте. На чьей они стороне, мне непонятно. Знаю лишь, что следы ее ведут на Барбадос, в Бриджтаун. Так, ты мне предлагаешь наняться на службу голландцам или пойти искать сомнительного капитана, либо более сомнительную организацию? Решать тебе. В любом случае, других путей наикратчайшим способом приобщиться к людям, вершащим судьбы других людей на Карибах и обладающих значительной властью, у тебя нет. Ты же не думал, что за пару-тройку услуг губернатору тебя запишут в Королевский военный флот? Знаешь, братец, я как-то не рассчитывал делать военную карьеру во французском флоте. Не дай бог закончу как ты в камере за какое-нибудь невыполненное задание. Ну что же, мне все понятно. Штаб-квартиру голландской компании, я думаю, найду легко. А вот как искать остальных, ума не приложу. Про английского капера поспрашивай в Сент-Джонсе на Антигуа. Кто-нибудь обязательно доскажет. Говори, что ищешь работу в английском флоте. Касательно третьей силы, поговори с людьми в Бриджтауне. Кто-то там наверняка связан с этой организацией. А работа хоть денежная у них будет? У компании, у этого капера? Или только ради связей? Шарль, ты меня правда удивляешь. Голландская Вест-Индская торговая компания ворочает такими деньжищами, что позавидует и король. Капер, про которую я тебе говорю, ограбил столько голландских торговых кораблей, что уже, наверное, купается в золоте. У серьезных людей, братец, не просто много денег, у них очень много денег. Поэтому, работая с ними, ты всегда сможешь рассчитывать на солидный кусок сладкого пирога. Такие люди не мелочатся. Ну и, конечно, у тебя есть голова на плечах. Ты всегда сможешь повернуть дело так, как выгодно тебе. Хорошо, я подумаю и решу, как мне лучше поступить. Более, у тебя нет никаких инструкций? Есть. Тебе следует научиться обращаться с корабельными приборами, определяющими местоположение корабля в море. К сожалению, многие штурманы здесь умеют ориентироваться только по компасу и звездам, и вычислять точные координаты не умеют. А это очень важно. Итак, для определения широты использовать прибор под названием бусоль. Прибор достаточно редкий, и в продаже его не найдешь. Однако бусоль можно собрать самому, используя два распространенных предмета — компас и астролябию. Вот, возьми инструкцию. С определением долготы уже немного сложнее. Тебе потребуется для вычислений трофицированный хронометр. Этот прибор получается из простого корабельного хронометра путем настройки его на точное время острова Форро при помощи специальных песочных часов. Основная беда в том, что настройка эта со временем сбивается, и через месяц погрешность становится недопустимо велика. Такой хронометр нужно перенастраивать заново. Песочные часы с точным временем Форро можно приобрести в конторе голландской Вест-Индской торговой компании. У клерков компании я покупал также и корабельные хронометры. Вот здесь записи, как настроить хронометр и определить долготу. Держи. Спасибо, немедленно займусь изучением.
Изучи и постарайся обзавестись этими приборами как можно быстрее. Все опытные и уважающие себя капитаны оперируют понятием широта и долгота. И если тебе эти цифры ничего не будут говорить, то тебя можно будет назвать неучем в морском деле. Ну и как только добьешься каких-либо успехов в делах, о которых мы с тобой вели обсуждение, приходи ко мне похвастаться. Удачи тебе, Шарль. Благодарю, братец. Чувствую, она мне очень понадобится. Итак, ребят, я в итоге немножечко лопухнулся. Я пытался зайти в штаб-контору ГВИК, а я не посмотрел. По сюжету, после того, как мы работали на Фадея, плавали, получается, выбивать из него долги для Мишеля, выполнили там поручение, я не помню, какая серия была. Короче, мы должны прийти после 3 месяцев, которые нам брат Мишель дал на прокачку, вернуться, и вот этот диалог должен произойти. Теперь после этого, когда брякнула запись в судовом журнале, мой дорогой братец поставил передо мной очередную задачу — втереться в доверие к сильным мира всего. У меня есть выбор: либо наняться на службу голландской Вест-Индской торговой компании, либо разыскать некого влиятельного английского капера на Антигуа, либо найти кого-то в Бриджтауне. Да уж, совсем весело. Ну что же, по крайней мере, решение за мной. Да, ребята, решение за нами с вами. Мы уже прошли, я напомню, получается, вот в Бриджтауне нашли Эркюля. В основном сюжете было полное прохождение голландского гамбита. Опять же, по сюжету. Сейчас я все-таки посвящаю серию работе на ГВИК, поэтому мы уходим отсюда и отправляемся в ихнюю штаб-квартиру. И надо не забыть, конечно, песочные часы купить. У меня вроде пока ничего нету. Ну что, выдвигаемся на Кюрасао. Вот мы прибыли, ребята, с вами на Кюрасао. Я предлагаю... Охрана города — серьезная задача. Я предлагаю не связываться со всякими солдатами. И теперь уже, ребята, проходим наконец-то в штаб-квартиру ГВИК. Вы кто? Куда идете? Проходите, не задерживайтесь. Здравствуйте, что вам угодно? Мне угодно предложить компании свои услуги в обмен на золото, конечно. Хочу наняться на работу. Тогда вам наверх в кабинет к Минхеру Роденбургу. Проходите. Спасибо, уже иду. Роденбургу? Что-то фамилию припомню. Ладно, идем наверх. Не рассуждаем. Я не понял. Это вы, Роденбург? Здрасте. Он у вас что, плащ-невидимку одел, что ли? Я не понял. Ладно, заходим в кабинет, не будем ерничать. А вот и Роденбург, если помните из прохождения голландского гамбита. Ладно, погнали. Вы сделали правильный выбор, Минхерц. Говорите только поживее, у меня много дел. Ходят слухи о том, что вам для работы требуются капитаны. Допустим, слухи не врут. И что с того? А то, что я капитан Шарль и мой корабль могут показаться вам весьма полезны. Да неужели? Вы серьезно? Для этого я сюда и явился, Минхер. Хорошо. Кстати, капитан, как вас там? Вам случайно не знаком торговец Бальтазар Риддербок? Нет, вам повезло. Такого скупого, сварливого, вспыльчивого и напыщенного болвана, скажу вам по секрету, нужно еще поискать. Ко всем этим выдающимся его качествам он еще умудрился затеять ссору в местной таверне с флибустьером по кличке Тони Аллигатор. Оскорбил его, а когда тот вполне справедливо схватился за шпагу, позвал солдат и те, конечно, повесили пирата на первой же свободной веревке. Не совсем так просто. Тони Аллигатор не простой пират, а голландский капер. Неплохо зарекомендовал себя в стычках с англичанами. Кроме того, ему симпатизирует население города, в отличие от Риддербока. Так значит, нашему флибустьеру повезло, и он еще жив? Да, но взбешен до крайности, поэтому Риддербок опасается, и не без оснований, за свою шкуру. Подозреваю, что мое везение подходит к концу, и в скором времени мне предстоит знакомство с милейшим Бальтазаром.
Именно так. В Флицбурге с нетерпением ждут груза сахара, который взялся доставить наш теперь уже общий знакомый Ридербок. Я не питаю к нему никаких дружеских чувств, но, к несчастью, Бальтазар состоит у нас на службе. Поэтому отправляйтесь в портовое управление, найдите там Ридербока и передайте ему мое распоряжение немедленно выступать в дорогу. Вы проследуйте вместе с ним и, ради бога, доведите его живым до Флицбурга. Мне бы не хотелось, чтобы Тони Аллигатор испортил груз репутацию нашей компании. А как обстоят дела с оплатой того, прямо скажем, малоприятного поручения? Капитан, сперва работа, а рассчитается с вами сам Бальтазар. Если, конечно, окажется там куда следует, а не на морском дне. В любом случае, сразу же возвращайтесь с отчетом ко мне. Если успешно выполните это задание, сможете рассчитывать впоследствии на мое покровительство. Я более вас не задерживаю. До встречи, Минхер. Так, новая запись в судовом журнале. Надо выйти из кабинета. Я не люблю судовые эти читать записи в присутствии этих персонажей. Так, ладно, выходим на улицу. В смысле? Эй, алло. А как? Фу ты, я не там вышел. Бывает, ошибся. Ошибочка вышла. Так, теперь открываем судовой журнал. Я получил первое задание от вице-директора компании. Нужно сопроводить флейт некого Бальтазара Ридербока. Найти торговца я смогу в портовом управлении. Ну что, я предлагаю перейти быстрым переходом в портовое, прошу прощения, управление. И вот этот чел, походу, он нам и нужен. Так, стоять. Куда пошел? Вы готовы выполнить мое поручение? Какая удача, капитан! Мне как раз нужен эскорт до Флицбурга. Очень срочно. Вы Бальтазар Ридербок? А, черт, я становлюсь известнее вице-короля. Кто вы? Что вам угодно? Я капитан Шарль де Мор. Меня прислал Лукас Реденбург. Я должен взять вас и ваше судно под охрану. О, значит, Минхер Реденбург все-таки прислушался к моим мольбам о помощи. А то, понимаете, нашелся какой-то капер. Опустим подробности этой истории, они мне известны. Конечно, и я потерял слишком много времени. Мне необходимо быть в Флицбурге не позднее, чем через 2 недели. Тогда отправляйтесь на корабль и готовьтесь к отплытию. Отчаливаем немедленно. Ну, все, брякнула запись в судовом журнале, мне здесь делать нечего. И я предлагаю перемещаться в порт. И уже в порту садиться на корабль и сопровождать этого горе-капитана. Итак, мы приплыли, и у нас какой-то корабельный бой. Я не понял, кто это. На нас напали пираты. Ну, в принципе, так, этому... какой приказ дать? Блин, я даже не знаю. Я предлагаю подплывать поближе к форту, потому что все-таки я не такой уж успешно прокачанный. У нас тут сторожевой корабль нам немного помогает. Нам повезло. Походу, это и есть тот капер, который поссорился с нашим героем. Я подплываю поближе к форту. Небольшое читерство, так скажем. Так, все, я вроде подплыл. Так. И бомбы дотянутся. Огонь. Давай, поближе. Огонь. В смысле, я не попал, что ли? Сейчас, попытка номер 2. Блин, стреляя бомбами, а толку, что я стреляю бомбами? Огонь! С палубы как-то попроще. Так, ладно. Передние пушки. Правый фланг. Есть. Ну, все-таки, стоя возле форта, я себя как-то маленько поувереннее чувствую, ребят. Так, есть.
И чуть-чуть осталось. Я привык на колючие в щепки всех разносить. А здесь как-то не так. Так, Форд, помоги мне. А мы сейчас плывем разобраться с этим кораблем. Так, есть. Помедленней. Огонь. А, понятно. У меня же не прокачаны нифига ни точность, ни еще эти корабельные навыки. Огонь. Да, морской бой долгий, я бы сказал, конечно. Блин, он очень долгий. Итак, огонь. Короче, ребят, когда на таких маленьких уровнях, мне кажется, надо стрелять вот так вот. Ну, что-то маленько как-то снес. Ладно, пойдет. Переворачиваемся. Блин, я запутался. Ну, в принципе, неплохой удар, я бы сказал. Неплохой выстрел. Так, поворачиваемся. Блин, я запутался. Так. Огонь! Блин, попал, не попал. Его же можно на абордаж взять. Чё я туплю-то? Господи. Я привык их крошить. Итак, берем на абордаж корабль. У него команды мало. Я думаю, у нас все получится. Там должны какие-то пушки по-любому быть. В смысле? Ребята, а вы что, все, что ли? Что-то быстро. Ладно, мне надо обыскать шкафчики, потому что там может быть что-то полезное. Так, лечилка есть. Здесь что у нас? Жемчужину возьмем, всякую фигню не надо уж собирать. Так, и на нашем корабле, что же здесь? Так, лечилка пригодится, потому что их сейчас фиг найдешь. Бутылка рома. Ладно, пойдет. Переходим на следующую палубу. Отлично. Не, команда перебитая, в принципе, и так-то на изи проходит абордаж. Переходим к капитану. У меня валлонская шпага, я не думаю, что он мне что-то сделает. Хотя у меня нету нормальной брони, ребят, вот реально. Давайте пробегну. Опа! Опа! Да, урон, конечно, такой, блин, я ему наношу. Мне уже выстрелить можно. Так, отлично. Так, есть. Еще что у нас? Ну давай уже, выпадай. Есть. В смысле? Это весь мой урон такой, что ли? Блин. Не привык я к такому урону. Да, придется. В смысле? У него жизни пополнились. Офигеть. Ну дайте из пистолета-то один раз. Ребята, напоминаю, сложность игры, она у меня средняя. Я на отчаянном корсаре не играю. Ну. Есть, 17. Ну хотя бы так. Долгие бои, конечно. Эта зараза опять восстанавливается. На ему выстрел. Есть. Блин, я устал. Сволочь, восстановился так быстро. Ну. Так, 14. Так, еще один выстрел. Я думаю, у него этих эссенций не так уж и много. Давай, Шарль. Потерпи, сейчас мы его завалим, этого капитана. Отвык от долгих таких фехтовальных боев, вот реально. Герой не прокачан. Там 8-й вроде у меня левел всего лишь. Ну ничего, сейчас прокачаемся на голландском гамбите. Только зачем это мне, я не знаю. Итак, надо обыскать тело. Так, не понял. Блин, я каюту не обыскал. Короче, я победил, переиграл, ребята, потому что, ну блин, ну это как-то глупо, не обыскав корабль, полностью заканчивать бой. Итак, получается, вот эти штуки, здесь ничего нету. Что же есть в сундуке? Немножечко денег, порох, ну плетка, я не знаю, зачем плетка здесь нужна была. Блин, а что, я не могу, что ли? Ничего взять. Корабль.
А вот и все, корабль вражеский потоплен. Теперь нам нужно, наверное, подплыть в порт, где с нами рассчитается наш товарищ. А вот, походу, он и бежит. Сейчас надо с ним поговорить. Ваши услуги пришлись как нельзя кстати. Спасибо за ваш труд, капитан. Как я ожидал, проклятый Тони-аллигатор напал на меня, и ваша защита оказалась как нельзя кстати. А потому примите мою благодарность и эти 5000 песо. Не слишком щедрая награда за жизнь. Кроме этого, я обязательно при случае отправлю Минхеру Роденбургу письмо с наивысшей оценкой ваших действий. А теперь мне пора. Ну что же, прощайте, Бальтазар. Новая запись в судовом журнале 5000. Охрана города — серьезная задача. 5000 песо. Задание выполнено, Бальтазар в Флицбурге, а его недруг-пират на дне. За работу мне заплатили $5000. Ридеборг редкостный скряга. Возвращаюсь в Вильямсдат к Роденбургу. Ну что, ребята, мы к Роденбургу, наверное, вернемся уже в следующей серии. А пока я хочу еще раз вам напомнить, чтобы вы подписались на канал и, конечно же, поставили колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию Корсаров. Каждому свое. Голландский гамбит за Гвик. Увидимся в следующей серии. И всем пока! Зал.